Привет, песеры, с вами Морж, и вам очень даже в прошлый раз зашло видео с моими ответами на ваши комментарии. Наверное, это стоит ввести в традицию, и после того, как я буду выпускать по пиздим, собственно, в первый час вот что будет прокомментировано, на то я и буду отвечать. Надеюсь, вам такая идея зайдет. Лайки, дизлайки покажут, хотите вы этого или не хотите. Комментарии, само собой, тоже это все дело покажут. В общем, давайте почитаем, что вы пишете, какое ваше мнение, что вам нравится в игре, что вам не нравится в игре, может, какие-то вопросы. На все это я постараюсь ответить. Люблю такие подкастовые видео, когда я действительно могу говорить то, что мне нравится и что меня, на самом деле, в нашей игре волнует. Начнем. Ибрагим Зик. Почему мне не перенесли иконы Пуйоля и иконик Румениги? Ну, если тебе все остальное перенесли, то у тебя их могли просто забрать и тебя кинули. Давайте по-честному, после переноса Konami нам не сообщила, никаких игроков они у нас забрали, на каких игроков они это все дело поменяли. В прошлой части, кстати, при переходе с одной части на другую, такое сообщение было. В этот раз они просто забили хер. Ну, я вам говорю, игра абсолютно пустая, в ней ничего нет. В ней нет ни информации, ни каких-то сообщений важных для нас, абсолютно ничего. Поэтому, если они у тебя действительно были и тебе их не перетащили, а все остальные игроки остались, у тебя их могли просто спереть, это мог бы быть баг, а может они их на что-то поменяли. Короче, они просто забили и вот такую фигню сделали. Лёва Казарян, ох, старичок в PS, Райкард остался дирижером, но не суть. Нет, Лёв, не совсем. Райкард от Голландии, да, дирижер, а Райкард от Милана стал разрушителем. Стили действительно не работают, это хотя бы дает шанс таким игрокам, как Ромарио. Да, тут, Лёв, я тебя абсолютно поддерживаю, я влюбился сейчас в классические десятки, потому что они, сука, не играют как классические десятки, это такой кайф, это просто неимоверно. Леха Салат, ребят, неужто у меня у одного такая фигня с подкатами, защитник бежит, и вместо подката на скорости он останавливается и делает подкат на месте, воздух, так как нападающий уже убежал. Реагирует он на команду подката спустя секунду, хотя все остальные команды работают обычно. Я тебе так могу сказать, что это, скорее всего, баг, каким-то образом игра бунтует с твоим, собственно, сенсором. Тут только такое объяснение. У меня такое тоже иногда проскакивает. Дело здесь не в телефоне, дело здесь в криворукости, на самом деле, Konami. Так, в 21 части защищаться намного сложнее от быстрых перепасовок. В этой же части добавили фишку с перехватами и вообще перестал проигрывать. Ну, замечательно. Джан Асир, наверняка свой скилл ты покажешь в турнирах, когда у нас будут доступны товарищеские матчи. Вот. Ну и с удовольствием прокомментирую финал, если ты в нем окажешься. Так, трудно стало защищаться. Да, ЖЭС и с легкостью прорывает оборону, раньше я неплохо защищался. У всех сейчас такие проблемы, про них я в принципе говорю. По сути, проблема в том, что я не совсем понимаю людей, которые говорят, блин, да все классно стало. Ребят, игра не работает так, как она должна работать, вы понимаете? Ну то есть типа она недоделана, она не использует те функции, которые должны в ней быть. Морж, салют. Иногда игроки не переключаются, вот это напрягает больше всего. У меня, кстати, тоже вручное переключение, жопа вообще полная. Игрок переключается с задержкой в секунду где-то. На автоматическом переключении вроде более-менее. Играть кое-как можно. Но опять же, как на костылях себя чувствуешь. Так, Дешев, тоже старичок на моем канале. Они настолько убогие, как такая крупная компания показывает стрим в таком качестве 1080. Обычный стример с телефона Full HD дает. Слушай, Дешев, ты не видел, но в принципе и на этом стриме было говно. В прошлом году они даже хромакей нормальный сделать не смогли. Любой 14-летний школьник делает нормальный хромакей, и его нормально видно на стриме. У них говно. Ну вот такая компания, вот такие ребята там работают. Главное их хвалить побольше. Хвалить и хавать то, что они дают. Играть, конечно, можно, но настолько это противно, что такое отношение к игрокам. Вот это да, меня бесит больше всего. У них нет ни анонсов, ни общения с игроками. Да блин, что такое бета-тест, Konami не знает. Что есть такая вещь, как бета-тест. Когда части игроков раздают игру, они играют, и потом пишут отзывы, что им в игре нравится, что им в игре не нравится. Потому что разработчик смотрит со стороны разработчика, игроки все-таки смотрят со стороны игроков. И после этого игра допиливается. Но нахер оно Konami надо? Какие-то бета-тесты, какие-то сообщения в игре, вы чё? Сами разбирайтесь, гуглите, ищите в ютубе. Мы даже обучение не сделаем, нас оно вообще не трогает. Так, в перспективе игра и геймплей топовый, если исправить то, что ты озвучил. Ну то есть всю игру. Если сделать в игре все то, что они пообещали, чтобы все это работало, вот тогда игра будет топовая. Павел, да, я согласен с тобой. Я, как и все, жду нормальные награды, Battle Pass и исправления ошибок. Все мы этого ждем. О, ник залетает тебе на сразу медальку сделаем.
Напоминает то время, когда в том году вышел eFootball 22 на ПК, ждали полгода, пока они хоть что-то сделают, и не сделали. Ждали полгода и не сделали. Вот такая вот компания, вот такие вот они замечательные ребята. Так, еще плохо, что нельзя настройки игроков сбрасывать, надеюсь, это поправят. Да, Андрей Андеррус, я уверен, что это поправят. Когда-то, в 18-й части, по-моему, когда у нас были лимит-брейки игроков, я долго говорил, что по-любому появится токен лимит-брейков. Вот, и в итоге он появился. Я думаю, с этим они разберутся, скорее всего, это будет платно, но тем не менее. Проблемы есть, но все равно играть буду, все как обычно, большинство, потому что альтернативы нет, кроме как пойти попинать самому на улице. На самом деле лучше попинать самому на улице, как по мне. Да, сейчас можно достаточно быстро выполнить те события, которые есть в игре, но больше я в эту игру не захожу. Один негатив, одни минусы, все плохо. Я дошел до 2-го дивизиона на текущий момент. Игра нравится. Физика игроков намного лучше PES. Игра намного стабильнее в плане игры в онлайне, меньше багов и лагов. Соперник находится в разы быстрее. Дивизионы это круто. Раньше тупо рейтинг был, было скучно. А сейчас не тупо рейтинг в дивизионах. Вот вообще не тупо то же самое. Ну ладно. Правильный подход, если не получается, виноват всегда кто-то, а не твои кривые руки. В игре есть недостатки, безусловно, но тот, кто говорит, что FIFA лучше, это бред. Там полнейший мультик. Евгений, я не говорю, что FIFA лучше, это бред. Но мне нравится вот это правильный подход. Если не получается, виноват всегда кто-то, а не твои кривые руки. Конечно, виноваты не разработчики, которые за 2,5 года не смогли сделать нихуя. Вот они не виноваты уж точно. Это все мои кривые руки. Просто они 2,5 года пинали, ни хрена не делали, и виноват все равно я. Вот мне, честно, твой комментарий напоминает, мне один товарищ примерно то же самое писал, что виноваты игроки, которые заставили Konami выпустить недоделанный продукт. Ну да, всего-то 2,5 года ждали, всего-то 2,5 года ждали. Вот, и виноваты игроки. Абсолютно согласен, хейт физики объясняется лишь неспособностью игроков хоть немного думать во время игры. Да про какие мысли вы говорите, если игра не работает так, как она должна работать? Зайдите на ПК, зайдите на консоль и попробуйте там поиграть. Вот она должна работать вот так, а не так, как она работает на мобилке, понимаете? Вы играете в гребаный недоделанный продукт и рассказываете, что он так и должен работать. Нет, он недоделан, он просто недоделан, он не работает. Нету багов, ха-ха-ха, смешно. Никому нахрен нужны дивизионы, у меня все топ-игроки. Вот, человек понимает, да. Тут первый пишет, что, блин, дивизионы, это классно, раньше просто играли на рейтинг. А сейчас ты точно так же просто играешь на рейтинг. И игроки все есть, ну, какой смысл? Какой смысл? Стало очень редко играть, вообще никакого удовольствия нет. Понимаю тебя, сонный лунатик. Может, когда будет прямой эфир? Саидов, я не стримлю, честно, не считаю, что... не считаю, короче, что есть в этом какой-то смысл. Подскажи, пожалуйста, на каком устройстве ты играешь? Я вот хочу к июлю купить iPhone 11 и думаю, будет лагать PES или не будет. Думаю, на 11-м айфоне он будет летать. Я играю на андроиде, у меня Poco F3. Вот, и я вполне им доволен, стоит недорого, а по мощности примерно как, по-моему, 12-й iPhone Pro. Ну, что-то в этом роде, короче. Меня убивает гандикап. Я на собственной шкуре с этого сполна ощутил, как можно было так испортить игру, а главное, согласен со стилем, особенно с Эрнандесом. Я сам им играю, это замечал неоднократно. Тебе стрелку даже не пишут, сколько добавляют и сколько отнимают. Да, на ПК хотя бы пишут, то есть там хотя бы есть видимость, что оно работает или нет. Здесь информации вообще никакой. А главное, Роналдо с красной стрелкой ложит покер ошеломительным ударом. Да, Ром, вот здесь я с тобой абсолютно согласен. То есть нам вроде как бы пишут, типа, пацаны, гляньте, у нас есть функции. А на деле их нет. Это вот просто у нас есть фантомные боли, а у нас фантомные стили команды, фантомные апы игроков. Короче, у нас все фантомное. У меня получилось сыграть с другом товарку. Мы нерандомно попались, есть же обычные матчи онлайн. Там просто поиск соперника с ограниченным. Жаль, это только 6 минут. И что вместо точно получилось, у вас одновременно выйдет выбор соперника по сети. Залайкайте, чтобы Морж увидел и доказал. СС-легенда, честно, я увидел, я прочитал, но мне не с кем доказывать. Ну, у меня в окружении никто не играет в это говно. Давайте по-честному. И никто в это говно играть не будет. Я никого просто не заставлю со мной такое попробовать. Вот. На все 100% согласен, подписываясь под каждым словом. ППКС. Короче, так, Морж, почему в этой игре игроки медленные? Skyline, потому что у нас вот такой теперь футбол. Вот ты думаешь, что футбол не такой, а Konami думает, что он вот такой. У них такое видение, так задумано. По eFootball, да, по eFootball, я даже не знаю, какое слово использовать. Лучше бы они патч «Ошеломительные нервы» 16 числа выпускали, да, тут согласен. Ошеломительное все. Да, ты прав, Морж, говорит Юсуф. Я больше 2 или 3 матчей не играю, просто нервы теряешь, особенно защиту. Понимаю. Я до 1-го дивизиона на изи дошел. Ну вот еще один у нас киберспортсмен, который смог на велосипеде без колес и, главное, без седла
среди таких же спортсменов на велосипедах без колес и без седла выиграть гран-при. Поздравляю тебя с первым дивизионом. Честно скажу, я вчера, кстати, в какой-то группе это писал, ты отлично играешь, но ты отлично играешь в херню, если честно. Не обижайся, но, к сожалению, это так. У меня тоже жопа. Забиваю свои ворота, точность пасов 5%, бегаю в другом направлении. Это нормально. Ну а чё, в Японии все так бегают, наверное. Руминиги имба, это радует. Да, Руминиги крутой. Игроки вместо отбора мяча танцуют пасадобль вокруг игрока, сталкиваются друг с другом и падают. У меня иногда, если честно, даже без столкновений друг с другом падают. Они просто падают. Ну, Мальдини такой бежит и падает. Или там Бекенбауэр бежит и падает. Ну, устал пацан, чё, бывает. Полностью согласен с тобой, нифига не работает. Пасы фигня, отборы вообще непонятные, корпуса никакого у игроков нет, выносливость нулевая, награды хуйня, играть вообще невозможно. Ну да. Может, спасибо, у меня такие же мысли. Очень тяжелое состояние у Konami. Да, у них состояние стагнации просто. У меня реально такое ощущение, что отдел разработки PES, ну, eFootball теперь, это один работник, вот, он, правда, в коме, плюс собака и фикус на окне. Вот эта вот троица разрабатывает eFootball 2022. Когда за 5000 очков можно купить футболиста, а 4000 опыта стоит так же. Кстати, буду говорить об этом в завтрашнем видео. Я как раз уже подготовил, тоже сегодня это делал. Вот. Хз, у меня S9 и все норм на самых высоких настройках. Ну, 9S, iPhone... S9 это, наверное, Samsung, да? Прости, а сколько он стоит? Вот тут задать как бы вопрос. Просто когда я сравнивал Samsung за 30-ку и Xiaomi за 30-ку, у Samsung производительность по Antutu была что-то около 200 тысяч, а у Xiaomi 700 тысяч. Ну, как бы есть разница небольшая. Для меня это офсайдная ловушка. Сколько раз она подводила, когда игроки реагируют с задержкой в секунд 5. Так, прошу прощения, у меня телефон зазвонил, это мама. Подумала, если я выключу, то никаких проблем не будет, а хрен с два, ничего не изменилось, и защита все равно несется вперед, как на бесплатное мороженое. Да, не работает стиль. Главное, не работает стиль команды. Защитники прут хрен пойми куда. С атакой примерно то же самое, с отбором примерно то же самое. Это просто не работает. Вот из-за этого проблема. То есть, я не понимаю тоже. И такое ощущение, причем, что работает, не работает не у всех. Вот парень пишет, согласен, у СОПа все идеально толпой кроют, а у нас просто защита, нет мозгов, плюс все спереди задержка, у них секунд 5-10. У меня, вот, знаете, как есть баги, там, типа, когда два одинаковых игрока на каких-то устройствах есть, а на каких-то устройствах нет. Вот. Или там игроки меняются местами рандомно. Вот у меня не меняются, допустим, а десятки ребят мне пишут, что у них меняются во время матча. Вот у меня такое ощущение, что по схемам и тактикам у кого-то это работает, у кого-то это не работает. Ну, то есть, есть люди, которые пишут, блин, а у меня с тактикой все нормально. Типа, у меня со стилями тоже все нормально. А вот у меня ни хрена не нормально. С другими ребятами общаюсь, у них тоже не нормально. А у кого-то нормально. То есть, на каких-то телефонах это работает, на каких-то телефонах это не работает. Ну, я не понимаю. Так, у меня на контроле мяча игроки вообще не открываются, длинная контратака мне помогла немного. Но на контроле они как бы и не должны открываться. Вот, вообще, в оригинале. То есть, поэтому они как бы играют как реальный контроль мяча. Можешь, сделай видео, как сделать копию этой убогой игры, чтобы играть на другом аккаунте. Делаю копию, как в PES 2021, не работает. Вовак, а вот я делаю копию, как в PES 2021, и у меня все работает. Как думаешь, где проблема, где собака порылась? Вот абсолютно, вот как я показывал, один в один делаю, и у меня все работает. А у тебя почему-то не работает. Как считаешь, стоит об этом выпускать видео? Вот только тема видео будет, как сделать копию, или, ребят, может вы хотя бы сможете повторить по шагам то, как я показываю? Я еще не досмотрел видео. Как мне кажется, в этой части легенды вообще не нужны. Продление на 60 дней и даже на один матч не сыграл за легенд в смысле. У меня тут 13 продлений контракта. Это или фулл команда на 2 месяца, или выбрать 2 игрока на год и все. Да, понимаю тебя по контрактам, пока полная жопа, ни хрена непонятно. Redmi 9A пойдет. Да я гребу, Сергей Заверуев. Вот серьезно, ты считаешь, что я сейчас пойду гуглить системные показатели Redmi 9A. Потом начну писать в группах. Пацаны, у кого Redmi 9A? Как у вас игра работает? И потом пойду тебе отвечать, а мне кажется, это ты должен сделать, и если тебе игра нужна, то как бы немножко нужно своей жопой пошевелить, не обижайся, вот, потому что, ну, такими бесполезными быть нельзя. Посмотри на системные требования, посмотри на то, что Konami сказала, поговори с ребятами в группах, ты ж умеешь разговаривать, ты человек, Серега, помни об этом. Тоже играю лигу, после одного перехода в следующую лигу руки трясутся, понимаю тебя, Радионик.
Так, Эдуард Манасян, Армения, судя по всему. А про пасов разрез у меня очень плохо работает. Плюс Ван Дейк догоняет МБП, хотя он должен бежать 50 км в час, но у меня все не так. Месси бегает быстрее МБП у меня. То, что у меня бесит больше всего, что один игрок всегда меняется местами с Месси. Ну вот про то, о чем я говорил. У меня это Гави, меня это очень бесит. Вот, судя по всему, у тебя такое устройство, что у тебя вот эти функции не работают. У кого-то другого другие функции не работают. И вот вся игра у нас вот такая. Ну что ж, Konami хотели нас ошеломить, мам, я понимаю, что ты хочешь со мной поговорить, но ты же знаешь, что я могу сидеть писаться. Простите. Ну что ж, Konami хотели нас ошеломить, это у них хорошо получается. Вчера в FIFA поиграл, там игроки летают по сравнению с PES. Да, у нас футбол менее быстрый, но мне кажется, но при этом он более вдумчивый, поэтому, ну такое. У меня уже игроки в первом тайме сдыхают. То же самое, ну они потом на перерыве хоть чуть-чуть восстанавливают выносливость, а после этого опять погибают. Стили команды, стили игроков работают, просто игра сменилась сильно. Ну именно поэтому Саид, судя по всему, у меня защитник, который должен постоянно тусить на своей половине поля, бежит к штрафной противника. Ну просто игра сменилась сильно. Ну просто теперь защитник оборонительного плана не оборонительного. Ну написано оборонительного, но не оборонительного. Ну как-то так. Вот, пишет, у меня лично нет, у меня контратака длинная, защита должна быть глубоко, но они в центре. Ну да, вот я про это пишу. Все в точку сказал. Бля, жалко, 5 лет играл, а теперь не могу зайти. Да, понимаю. Меня бесит, что игроки очень сильно переносятся с резерва. Ой, ну это вообще жопа, да, про это видео я говорил. Как можно сделать реально глюк на том, что ты игрока просто хочешь на поле выставить? Ну как? Ну вот откуда должны быть руки? Я не понимаю. У меня уже, чтобы вы понимали, это у меня уже истерическое. Реально. А я при этом, про эту игру еще и пишу, еще и люблю ее, в общем-то. В общем-то, я же ее люблю, я хочу, чтобы она нормальная была. Так, играл здесь в дивизионе с игроком силой команды 2710 с первого дивизиона, выиграл его 4-0. Потом играю с игроком силой команды 2378 дивизиона и проиграл 5-1. Вроде сколько бил в ворота, там вратарь, не знаю, такого ловил все и вся. Жду сам объяснения этому феномену. Почему так? А это называется гандикап. Ты читал сообщение в игре, что Konami убирает гандикап и кикофы? Ну вот они написали, но они не убрали. Ну, они нам и джойстик обещали, и товарки, и стили, что будут работать. Ну, в общем, короче, нельзя верить Konami. Нельзя верить Konami вообще ни при каких. Спасибо за видео, Морж, если сомнения отпали, удаляю эту помойку. Ждем патчи и надеюсь вернешься. Я до 2-го дивизиона дошел, и пока я доходил туда, я перепрошел раза 4, это 3-й дивизион, 4-й дивизион. Кассия Чакан, берем. Ну да. К сожалению, тут Эмрах со мной, в принципе, соглашается. Тут у него тоже и гандикап, и вратари то тащат, то не тащат. Давай, чемпик, по e-футбол, давай, рассказывай, как товарки будем играть. Давай, как захерачим сейчас чемпик. Ну, как будем товарки играть? Твои предложения. А давайте просто сожжем уфикс Konami нахрен, а? Может, они работать лучше станут. Василий, во-первых, большое тебе спасибо за твой совет по поводу Сона. Разрывают у меня на ЛН и даже на ЦН. А во-вторых, как тебе Мальдини на фланге? Он же плюс-минус вообще без скорости сейчас. А сейчас все без скорости. Вот реально. У меня вчера спрашивали, на стриме у Ника я сидел, каких защитников брать. Я говорю, любых бери. Вот реально, любых бери. Игра решит, что он догонит. Он догонит. Игра решит, что он не догонит. Он не догонит. Вообще разницы никакой, в принципе. Так, все верно, добавил бы, что графон порезали до уровня 18 года, дизайн карточек и цвета оформления просто трэш, глаза кровью текут. Ну, нормальных дизайнеров в Konami, в принципе, никогда и не было. Давайте по-честному, 20к подписчиков, да, 20к уже. Вы еще не играли в Asphalt 9, там уже полное дно, поэтому для меня Konami это топчик. Ну, не знаю, сравнивать гонки и сравнивать... Футбол все-таки, мне кажется, не совсем корректно. Я потратил на иконики 300 евро. На PS это было просто по кайфу. Но, блин, что это за хуй? Игра просто говно, только графика хорош. Ну, как бы, когда ты входишь в игру, ты подписываешь пользовательское соглашение, что у тебя могут забрать все вообще по щелчку. Вот, поэтому, если не хочешь больше так страдать, то его стоит читать и понимать, что компания-разработчик может с тобой сделать. Меня бесит, что это очень сложно, наверное, игроки переносятся с резерва. Да, я про это говорил. Да, ничего не работает, брат, продуктивного дня тебе. Спасибо, Ренат, если я сегодня не развалю себе мобильный телефон, будет вообще отлично. Так, у меня уже около 3-4 дней не находит онлайн соперника. Пробовал поменять на неограниченный радиус поиска, не помогло. Тупо полчаса сижу и нажимаю на поиск соперника, как будто все соперники прячутся, когда я вхожу в игру. Попробуй через VPN, есть такой VPN, единичка, точка, единичка, точка, единичка, точка, единичка, точка. Вот попробуй через него. Вроде людям помогает. Так, я смотрю, защита в любой тактике возле центра поля. Думаю, может, отдельно тренеров решают, полез в спецхаб, глянул с низкой защитой тренеров, попробовал одинаково. Да, еще раньше такого не замечал, любая попытка вывести
игрока на ход вперед заканчивается офсайдом. Тоже бросил дивы, докачиваю состав с ботами, играть не нравится, мне все дергается, не фиксируется стик чувствительный сильно. В общем, если с 16-го так и не останется, брошу один хер, все наши достижения, ценности поверили. Ну да. Да понимаю тебя, ну хватит, ну вот серьезно, дайте мне видео дописать, что за паника. Подскажите, пожалуйста, скачал игру неделю, играл все нормально, а потом все почти каждый раз вылетает. Почему так? Ну, видно, Konami новым патчем что-то там натворили, и теперь с твоим устройством игра конфликтует. Мне кажется, меню убого, игроков менять очень сложно, даже невозможно. Лучше бы сделали, когда с первой пески протянул и не заменил. Ну, да, про это говорю. Так, можешь полностью согласен с тобой. Пока что с дивизионами увлекаюсь. Уже второй день застрял на втором, первый апну, не буду играть до 16-го. В защите хрен знает как играть. Я только в товарищеском матче рубился, теперь это говно мне не интересно. В быстрой контратаке высокая линия обороны. Окей, почему в длинной контратаке они должны быть в глубине? Они в центре 4 стоят. Да, Никит, ну тут как бы вопрос. Спасибо, что в быстрой контратаке высокая линия обороны, но у меня она как бы длинная. Вот. Сделай видео про управление с геймпада. Какой программой лучше пользоваться? На данный момент это нереально. К этой херне вообще ничего не подключается. Вот просто ничего не подключается. Оно ни программ не видит, ничего. Я не готов с этим разбираться и тратить на это хрен знает сколько времени. Когда будет поддержка полная, тогда сделаю. Так, в настройках игры диапазон перемещения, что за херня и на какую ставить? Кто шарит, ребят? Я поставил на максимальную, вроде удобно. Так, брат, помоги, что происходит? Я использую контратаку длинную, она должна быть глубоко, но до 10 июня защита играла глубоко, а после все в центре, через поля дают пас, Роналду. Ничего не делает, лорди. Ждать, когда они это починят. Я ж про это говорю, оно не работает. Оно просто не работает так, как должно работать. У нас нет ни указания игрокам, вообще ничего. Просто те функции, которые основополагающие должны быть в этом eFootball, у нас не работают. Тупая игра без товарищеских матчей — это полный бред. Ну да. Как, блядь, донести это все до их птичьих мозгов? Не знаю. Собирать армию и начинать новую войну с Японией. Такое ощущение. Если бы они хоть кого-то слушали, с удовольствием дал бы просто им рекомендации абсолютно бесплатно. Просто, чтобы игра нормальная была. Это все очень легко сделать. Что за команда, из какой лиги? Бразильская лига Ботафага называется. Команда у меня. Так, лично меня сильно бесит, что невозможно никак играть в нормальный пас и владеть мячом. Игроки постоянно теряют его в глупых ситуациях. 34 аж лайка. Ну, я тогда царский лайк влеплю. Чё бы и нет. Так, почему иконика Робсона, Хави, Иньеста у меня забрали? Может, кто-нибудь объяснит это? Ну, я уже говорил об этом в начале видео, тебя могли просто кинуть. Управление конченое, футболисты тупят и не во что играть, кроме дивизиона. Не понимаю, почему товарок нема, гандикап, продажа футболистов, когда... Ну, Богдан, мы все не понимаем, почему нет товарок в игре, блин, про онлайн-матчи. Про онлайн-матчи нет онлайн-матчей нормальных, адекватных. Захожу вчера поиграть с отличным настроением, запускаю матч на 30-й минуте, игроки все умерли, мяч не ловят, а просто сопровождают взглядом. Надеюсь, что Konami хоть что-то сделает, то FIFA больше привлекает, чем eFootball. Печально такое слышать, но, к сожалению, спорить здесь не смогу. Так, у меня у одного такой баг, что обычно карточка Месси, Левандовского меняются местами. Ну, про это мы уже говорили. Вот, у меня Mi 11 Lite, 5G, NE, и игра на ура идет. Ну, наверное, должна. Я в первом диве с тобой согласен, геймплей говно. За 50-60 игр в ебабо проиграл матчей 6. Но так как играют с мячом, это пипец. Но защита более-менее вроде. Просто чисто озвучил мое мнение. До 3-го дивизиона столько нервных клеток убил хер знает. А ведь мне не нужны эти награды. Хотел просто наслаждаться игрой. Да, я тоже хочу просто наслаждаться игрой. Мне не нужны эти 400 тысяч там за 200-е место. Удалил это говно, скачивал китайскую. Так, это сразу спам. Пошел нахер. Николас Мартинес. У меня по производительности 2 раза лучше, чем требует игра, но не поддерживает. Ну, скорее всего, у тебя 32-разрядная система, и все. Может, 1 опыта стоит 1250 епоинтов. Да, у меня завтра будет видео на эту тему. Вот. PVX какой-то. Наверное, тоже ютубер. Название имба, попиздим. Ладно, на остальное я отвечал. Длинноватый ролик получился, больше 20 минут. Надеюсь, ответил на ваши вопросы. Надеюсь, дал вам повод поулыбаться. Если вам действительно нравится такой формат, напиши в комментариях просто. Мне нравится, делай действительно после попиздим ответы на комментарии. Ну и, конечно, ставьте лайки. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.